Сегодня мы рассмотрим с вами весь процесс создания скинов оружия Counter-Strike Global Offensive, а также размещения их в мастерской Steam. Прежде всего разберемся, с помощью чего мы будем создавать скины. Первое. Это программа Adobe Photoshop. Вторая программа — это 3D Code. Третья программа VTF Edit. А также нам понадобятся модельки оружия. В эти модельки включен 3D объект. Включены также текстуры. Для чего я расскажу позже. Нам это все понадобится. Все эти программы, а также модели оружия вы найдете в описании по ссылкам. Для программы VTF Edit может потребоваться Net Framework 2.0. Для этих целей подойдет Microsoft Net Framework 3.5 Service Pack 1. Он включает в себя все предыдущие версии Net Framework. После его установки VTF Edit будет работать корректно. Начнем с небольшой рекомендации. Лучше всего все действия производить и сохранять все полученные файлы в папке Counter-Strike. Почему? Потом увидите. Заходим в ту папку, где находится Counter-Strike Global Offensive. Создаем здесь какую-либо папку. Называем ее как угодно. На английском языке только. Далее выбираем ту модельку, которую мы будем редактировать. Копируем папку в созданную директиву. Далее открываем программу 3D Code. Как устанавливать программы, я показывать не буду. Я думаю, с этим вы разберетесь сами. Выбираем данный пункт. Рисовать точно по модели с UV. Первый пункт — папочка. И находим, где мы размещали с вами нашу папку. Открываем в программе. Сейчас важно наблюдать, чтобы здесь у вас все осталось как у меня, и ширина текстур была точно такая же, как указаны у меня, то есть 2048. Дожидаемся открытия модели. Далее, что необходимо сделать? Выбираем данный инструмент, то есть переключение между перспективной и ортогональной моделью. Далее выбираем вид камеры справа. Если необходимо, корректируем модельку на вашем экране. Следующее действие. Нажимаем команды. Здесь ставим галочку, если она у вас не стояла. Выбираем масштаб при необходимости. И нажимаем «Редактировать проекцию в Adobe Photoshop». Если вдруг 3D Code попросит вас указать программу, которая может редактировать PSD-файлы, просто указываем путь до этой программы. В нашем случае это Photoshop. Итак, моделька открылась. Что мы делаем далее? Далее мы создаем новую папку в слоях. Объединяем все слои в группу в той же последовательности, что они находятся сейчас.
То есть layer 1 посередине, layer 0 внизу и данный слой вверху. Выбираем первый слой в группе. Следующее действие. Выделить пиксели. Теперь перемещаем курсор и выбираем группу. И нажимаем «Создать маску». Маска готова. Далее выбираем слой Layer 1. И на этом слое мы будем выполнять все манипуляции. Моей задачей не является научить вас использовать Adobe Photoshop. Я лишь покажу, что можно сделать с оружием. Простейший вариант. Я буду использовать просто кисти. Также вы можете использовать и другие инструменты, такие как текст, к примеру. Объединяем слои. Ну вот такое вот оружие у нас получилось. Далее нажимаем «Файл», просто кнопку «Сохранить». И возвращаемся в 3D Code. После чего должна начаться загрузка текстуры на модель. Вот такое оружие у нас получается. Интересное. То есть это простейший вариант создания текстур в Adobe Photoshop через программу 3D Code. Если вы видите, что здесь какие-то есть погрехи, то делаем следующее. Нажимаем команды и редактировать все слои в Adobe Photoshop, где откроются стандартные текстуры для редактирования. Здесь вы можете что-либо добавить или убрать лишнее. К примеру, с другой стороны текст не той стороной написан, как бы отраженный в зеркале. Переходим на слой с текстурами. Файл «Сохранить». Переходим обратно в программу. Какое-то время пройдет загрузка, показана она не будет. Стер я не все, но все же я думаю, что пример вам понятен. Покажу еще один вариант, с помощью которого можно
Создавать скины — это наложение текстуры на модельку. Давайте пока что сохранять не будем то, что мы сделали. Выйдем отовсюду. Откроем заново 3D-код. Выберем ту же модельку. Так скажем, это для закрепления. Создаем группу. В общем, все делаем так же, как и делали. И теперь нанесем текстуру. Заранее я ее подготовил. Подгоним так, как нам надо. Нажмем клавишу Enter. Вот что у нас вышло. Объединим слои, но прежде нужно растрировать текст. Вот такая ямочка у нас вышла. Ну а теперь перейдем к сохранению. Для сохранения модельки нам понадобится компилировать ее в файлы, понятные для воркшопа. Нажимаем «Файл», «Компилировать», «Воркшоп». Полученные файлы копируем в ту папку, которая была создана нами ранее. Из полученных файлов нам понадобится здесь только один. Это модель Default Color в формате TGA. Давайте откроем, посмотрим, тот ли это файл. Это должны быть текстуры. Только текстуры от нашей модельки. Так, мы убедились, что это они. Если что-то здесь нужно подправить вам, то можете смело подправлять. Все остальное можно удалить, остальные нам не нужны. Удалим, чтобы здесь нам ничего не мешало.
Ну и давайте я вам покажу еще один вариант, с помощью которого можно создавать скины оружия. Это вариант без использования программы 3D Code. Как обычно, выбираем модельку. Давайте в этот раз выберем EVP. Переходим в папочку с EVP. Нам понадобится файл TGA EVP. Все это, еще раз напомню, вы найдете по ссылке в описании. И открываем просто с помощью Photoshop. Мы получаем с вами обычные текстуры. 3D-модельку мы вообще не видим, но нам видеть ее сейчас и не нужно. Сейчас нас интересует редактирование только лишь текстур. Давайте попробуем это сделать. Выбираем инструмент быстрое выделение и выделяем наше АВП. Так, уберем лишнее. Не обращать внимания на то, что я делаю неаккуратно. Если вы будете этим заниматься, то, конечно же, сделайте аккуратнее, чем я. Так, смотрим, где погрехи, все исправляем. Так, и скопируем на новый слой. Далее загружаем сюда текстуру. Возьмем ту же, что мы делали с эмкой. Выбираем слой, который мы скопировали, на новый слой. Зажимаем Ctrl и на миниатюре левой кнопкой мыши. Тем самым мы выделили наши фрагменты. Далее правой кнопкой мыши на выделении и инверсия выделенной области. Удаляем лишнее, предварительно выбрав слой с текстурой. Ну вот как-то так. Выделение можно снять и файл сохранить. Как? Выбираем Target и сохраняем в этой же папке. Заменяем его. Здесь ничего не ставим, оставляем как есть. Таким образом мы с вами сделали очередную модельку только лишь с помощью программы Adobe Photoshop. Итак, следующий шаг. Открываем программу VTF Edit. Жмем файл, импорт. Находим наши созданные файлы. Открываем текстуру. Здесь менять ничего не надо. И нажимаем ОК. Программка немножечко подвисла, но сейчас она выполнит свои действия. Итак, текстуры открыты. Далее жмем файл, сохранить как, Save As.
И в этой же папке пишем имя. Назовем ее так. Тип файла оставляем как есть и нажимаем «Сохранить». Так вот, что у нас получилось. Можно также проделать и с ЭВП. В общем, процесс вы поняли. Переходим к следующему шагу. Открываем Counter-Strike. Открываем консоль. Если консоль не запускается, заходим в настройки. Настройка игры. И включить консоль разработчика. Вводим следующую команду. Workshop Workbench. Нажимаем клавишу Enter. Перед нами открывается следующее приложение. Здесь выставляем костюм Paint Job. Выбираем наше оружие, которое мы с вами изготовляли. Паттерн смещаем в самое начало. То есть у нас оружие будет прямо с завода. Нажимаем кнопку Choose Pattern. А теперь вы видите, почему мы создавали папку именно в папке Counter-Strike. Потому что здесь поиск очень сильно осложнен, и мы бы замучились с вами искать все нами созданные файлы. А так мы нажимаем New Weapon, выбираем наш VTF файл и нажимаем Открыть. Чтобы убрать предыдущие искажения, вот здесь вот игнорируем смещение размеров, выставляем галочку. Если вдруг так случилось, жмем «Посмотреть». Вот что у нас с вами получилось. Далее, что нам нужно делать? Нажимаем «Сохранить как». Переходим в нашу папку, даем имя, любое, на английском языке или цифры. И нажимаем «Сохранить». Теперь еще один важный момент, что нам понадобится в будущем. Нам нужно сделать скриншот. Нажимаем Print Screen на клавиатуре. В любой удобный момент. Свернем наше приложение. Найдем программу Paint. Или Photoshop, вообще не важно. Вставим скриншот сюда и сохраним как на рабочий стол в формате JPEG. А вот имя нужно дать цифры или на английском языке. Нажимаем «Сохранить». Хотя лучше сохранить в ту папку, на которой у нас находятся все файлы. Так, можно Paint закрывать. Так, далее делаем следующее. Можно нажать кнопку «Отправить», а можно в консоли прописать следующую команду. Workshop Publish. Нажимаем клавишу Enter. Здесь я уже просто размещал. Выбираем раскраска оружия. Добавить. Выбираем обзор. Выбираем нашу картинку. Это просто логотип.
нашего оружия. Пишем ему название. Здесь выбираем файл, который мы с вами создавали из приложения Workshop Benchmark. Вот оно. Вот оно. Открываем. Файл исходного изображения выбираем. Это тот файл, та модель, которую мы с вами делали в 3D Code и Photoshop. В формате TGA. Открываем. Это заполнять не обязательно. Если у вас оно открыто, можете заполнить теми же файлами. Соглашаемся, что мы ознакомлены с правилами мастерской и публикуем наше новое творение. Здесь надо написать, что я согласен на английском. I understand. Окей. Сейчас какое-то время будет публикация. Публикация завершена. Можем все закрывать. Переходим в мастерскую STM. И можем посмотреть наши файлы. Вот то, что мы с вами создали и разместили в мастерской. Здесь вас просят принять соглашение мастерской, чтобы скин стал опубликован. Примите соглашение, установите, какую бы вы сумму хотели получать от ваших скинов. И при случае, если вдруг ваше оружие выберут в очередной кейс, то вы будете получать доход, прибыль, точнее ее процент от продажи этого скина. Вот такой видеоурок у нас с вами получился. Надеюсь, что у вас все получится, если вы будете следовать моим инструкциям. И, конечно же, творческих вам успехов!